Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили печальные новости о семье известной певицы Натальи Королевой. Уже на протяжении целого месяца мир российского шоу-бизнеса обсуждает трагические преступления, совершенные сыном Натальи Королевой Архипом Глушко. Молодой человек, которому организовали побег из СИЗО номер 4, где он находился по обвинению в смерти ректора Института культуры, смог перебраться за границу, где совершил еще более тяжкие преступления. Вместе с бандой преступников Архип Глушко за короткое время на территории Австрии и Соединенных Штатов Америки совершил ряд тяжких преступлений. Ограбление центрального банкомата в столице Австрии, городе Вене, убийство двух сыновей известного советского и российского поэта-песенника Ильи Резника и смерть внучки легендарного мирового музыканта, бывшего солиста группы Modern Talking Томаса Андерса. Сегодня утром в Москву прилетели безутешные родители, поэт-песенник Илья Резник и солист группы Modern Talking Томас Андерс в сопровождении своего товарища Дитера Болина, чтобы лично повидаться с семьей Натальи Королевой и дать шокирующему преступлению публичную огласку. По данным СМИ, Илья Резник и Томас Андерс будут находиться в Москве до тех пор, пока семья Натальи Королевой публично не признает свою вину и не исчезнет с экранов российского телевидения. Пользуясь возможностью, Илья Резник и Томас Андерс публично обратились к российскому населению и достоверно рассказали о чрезвычайном происшествии. Цитата: «Будь проклята эта семья, которая воспитала настоящего преступника. Мы находимся в Москве не только чтобы отомстить за своих детей, но и чтобы уберечь других людей от преступлений этой страшной семьи. Только публичная огласка и поддержка зрителей поможет нам добиться самого жесткого наказания для Архипа Глушко и избежать дальнейшего рецидива преступлений», жестко отметили Илья Резник и Томас Андерс. Помогают жертвам преступления Илье Резнику и Томасу Андерсу известные российские артисты Никита Михалков, Александр Домогаров и Александр Ширвинд. Они вместе отправили публичную жалобу на Центральное российское телевидение и в Генеральную прокуратуру. Требование жалобы одно – снять семью Натальи Королевой с эфиров российского телевидения и заставить просить публичное прощение. Помимо этого, у семьи Натальи Королевой будет арестован весь коммерческий бизнес, и она обязана будет выплатить колоссальную денежную сумму пострадавшим артистам Илье Резнику и Томасу Андерсу. Ну а вчера вечером в Соединенных Штатах Америки в больнице города Хьюстон, где находится Архип Глушко, после тяжелых ранений, полученных при задержании, дал первые показания по поводу смерти детей Ильи Резника и внучки Томаса Андерса. Отметим, что вначале погибли два сына Ильи Резника. Банда Архипа Глушко совершила нападение на особняк поэта-песенника и лишила жизни двух его сыновей – Евгения и Максима. Ну а спустя 2 дня трагически погибает 22-летняя внучка Маргарет Томаса Андерса от внебрачной дочери артиста. Несчастная девушка находилась в экскурсионной поездке по Америке и по роковой случайности оказалась в заброшенном доме, где находились преступники и Архип Глушко. Преступники не оставили шансов на спасение несчастной девушки и лишили ее жизни самым ужасным способом. Архип Глушко признался, что молодая девушка молила о пощаде, однако они не пожалели несчастную, так как находились под действием запрещенных веществ и побоялись оставлять свидетеля. Девушка кричала и звала на помощь, однако в это время около заброшенного дома было мало туристов, и несчастной не смогли помочь.
Момент смерти внучки Томаса Андерса преступники снимали на камеры мобильных телефонов, в результате чего и удалось раскрыть преступление. Отметим, что за подобные деяния Архипу Глушко и банде преступников может грозить пожизненное заключение. Также общественность России предупредила зрителей, что семья Натальи Королевой, чтобы сохранить репутацию, может давать ложную информацию о своем сыне, его преступлениях и пользоваться услугами двойника Архипа Глушко. Достоверно известно, что до побега за границу сын Натальи Владимировны смог изменить внешность, чтобы запутать следы полиции. К слову сказать, что в эти дни за решеткой находится и бабушка Архипа Глушко Людмила Порывай, которая обвиняется в организации побега своего внука, а также генеральный директор Первого канала телевидения Константин Эрнст, который обвиняется в заказном убийстве против телеведущего Влада Листьева и преступной связи с семьей Натальи Королевой.